It's work? This way is back, this way is Right. right. No? Right. It's working? Can you all hear me back there? Вы можете услышать вот таким образом? Мне кажется, лучше микрофон. Нажимайте кнопочки. Вот это, Да. да? Держать не надо. Нажимайте один раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Или надо держать? Надо держать? Вот. А так не надо? Один раз. Окей. Потом выключайте. Хорошо. Добрый вечер. Я рада вас всех видеть здесь у нас в гостях. Мы немножко были шокированы тем, что мы встречаемся в этой аудитории, не очень обычные. Но было зарегистрировано так много людей, что в другую мы просто не помещались в этом здании. И это лекция, которая сегодня прочтет Кристин Керр, наш гость. Она сделана нами в преддверии летней школы по семейной системной арт-терапии, о чем мы в конце еще немножко расскажем. Я рада вас приветствовать от лица магистерской программы по системной семейной психотерапии Высшей школы экономики. И благодарю Анну Ше, в сотрудничестве с которой эта лекция состоялась, вообще стала возможной. Передаю тебе слово. Я вот этот буду говорить. Добрый вечер. Я Анна Ше. Я руководитель студии арт-терапии Само. И, собственно, в какой-то мере, благодаря тому, что появилась студия арт-терапии Само, смогло продолжиться знакомство с доктором Кристин Керр, у которой я училась, и мы смогли пригласить ее сюда, благодаря тому, что Высшая школа экономики нас поддержала. Я очень-очень благодарна за такую возможность, потому что мне кажется, что чем большему количеству людей будет доступны знания, тем лучше нам всем будет. Вот. Спасибо. А я буду переводить доктор Керр сегодня. I don't speak any Russian. I know 3 words. Спасибо. Я знаю 3 слова по-русски. Спасибо. Спасибо. До свидания. And what's the third one? I don't know. I don't remember the third one. И еще было 3, но не помнит. So it's a pleasure to be here, and I know that Anna's worked very hard to have art therapy introduced to this particular school, and it's an important initiative. Я очень рада быть здесь, и я знаю, что Анна делает большую работу для того, чтобы арт-терапия была представлена в этой школе, и это хорошая инициатива. And let me give you a little history. This thing is very odd. History of how we got to know each other. И небольшая история о том, откуда мы знаем друг друга. Anna was a Fulbright student at my university. Анна была Fulbright Scholar'ом в университете Лонг-Айленд. And she talked her way into my program. И так получилось, что она училась в моей программе. She's promised to translate exactly what I say. И она обещала переводить все, что я скажу, как я говорю. And when she came into the program, she had some background in understanding expressive arts. И когда она пришла на программу, она уже имела понимание об expressive arts в своем образовании. And through the time she was there, about a year, I think, И после того, как она пробыла в Лонгайленд University в течение года, she developed really unique art therapy interventions that she said were very culturally appropriate for bringing back to Russia. Она создала креативный подход, вернулась в Россию, создала какой подход, стала развивать креативный подход. And moving forward, what happened after that was basically I brought 10 graduate students to St. Petersburg and then did a whole host of presentations throughout Russia, and we developed a relationship. And I've been here maybe 5 times. И после этого доктор Керр приехала в Россию с 10 студентами мастерской программы, на которые проходили internship. Это был в Петербург, они приехали тогда.
And recently, I just wrote another book on multicultural family art therapy, and Anna and I, on a very snowy January, and I didn't let her leave the apartment, wrote the chapter. I helped her with the English, but it was really her initiative to write about the chapter of art therapy in Russia and where the transition is at this particular point in time. И в какой-то момент доктор Керр некоторое время назад выпустила книгу «Multicultural арт-терапия в мультикультурном подходе». И доктор Керр вместе с Анной написали вместе часть, которая касается России, тот раздел книги, который касается России, ситуации использования арт-терапии в России. Right. And art therapy in the United States, and it's different in Europe. I'm very well acquainted with Europe. I'm going to Poland tomorrow to the international conference where I am actually the delegate from the United States. Art therapy in the United States is a licensed program. It's a graduate program. There are a few undergraduate plans of study, but it's licensed throughout the United States, and it's on the par of practitioners of social workers, mental health counselors. И в Соединенных Штатах программа по обучению арт-терапии отличается от программы европейской. В Соединенных Штатах это программа, по которой вы получаете степень, и это полная кредитная программа. Обычно это 63 кредита. It's clinical art therapy and counseling. И арт-терапия сочетается с консультационными программами. Вы получаете степень как клинический арт-терапевт и как человек, который может давать консультации. Специалист. And I recently stepped down as dean of the university. I'm now back in the faculty and very happy about that, actually. And I've been an art therapist for 40 years and a clinician for 40 years. I write a lot of books. I have a very large private practice. I have a PhD in psychology, a master's in psych, a master's in art therapy. Доктор Керр была деканом университета Лонг-Айленда, и сейчас она снова вернулась просто к частной практике преподавания в Лонг-Айленд университете на кафедре арт-терапии. Она практикует клиническую арт-терапию в течение 40 лет уже, она консультирует в течение 40 лет уже, она написала ряд книг. Да, и у нее частная практика. Right. And at this point, I'm really interested in assisting Anna and helping her understand how art therapy might fit very seamlessly and very productively into family systems, because I've seen her work at Samo, and it's extraordinary. И в данный момент я хотела бы помочь Анне, собственно, разобраться с арт-терапией в России, и, потому что я видела, как работает студия арт-терапии «Само». И это, то, что сегодня происходит, это еще один шаг в этом процессе. Thank you, Dr. Kerr. It was hard to translate about myself so much. Well, you should be used to it by now. Я сказала, что мне сложно про себя переводить как-то. All right. So we're going to begin, and I'm going to talk about specifically art therapy and how it relates to family systems and family therapy. And my understanding is you're all fairly well acquainted with family systems theory. Is that a correct understanding? И сейчас мы начнем. Эта лекция посвящена тому, каким образом арт-терапия может дополнять системную работу с семьей. Насколько доктор Керр представляет, в целом здесь есть, у тех, кто здесь присутствует, есть представление о работе с семьей в системном подходе или в каком-то еще. Good. That's good. Хорошо. This is one of my first books, and this book is actually on family art therapy, and it's used in every curriculum in the United States. I authored it with some people. I did most of the editing. And that's a labor of love. And it goes throughout the different systems of family therapy, one of which, narrative, BST, object relations, minutian, blah, 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 on and on and on. Это первая книга, которую выпустил доктор Керр. Она является учебником и используется сейчас во всех программах. Это обязательная книга в программах в обучении семейной арт-терапии. В ней собраны статьи касательно разных подходов относительно системной работы с семьями, подход Боуэна, подход Манюшина, object relations, теория объектных отношений. And the goal of this book basically was to see how art therapy can be used as an intervention, as an art directive to assist the family therapist
in working with couples, families, and have it very much be a utility that's very useful. И в целом эта книга, каждый раздел посвящен тому, каким образом можно использовать творческий и арт-подход в работе с семьями, каким образом можно подбирать художественные интервенции для того, чтобы взаимодействовать с семьями и парами. And this is the second book, and this book came from basically, and this is where Anna's one of the authors, because families are different. I mean, there are main areas of emotional value in a family, but culturally, families are different. So what I did, because I like to travel a lot and get off the island, I went to all the people that I know internationally, and they wrote a chapter about what it was like within their family from a cultural standpoint and the art interventions they use. And there are 17 authors from all over the world. Эта книга посвящена мультикультурному подходу в арт-терапии, и это книга, в которой, собственно, мы с доктор Керр написали один кусочек про Россию. Создавая эту книгу, доктор Керр посетила всех своих интернациональных студентов, их было 17, из разных 17 стран. И книга связана с тем, что есть единые ценностные, есть единое представление о семье, но культурные установки в каждой семье в зависимости от географического положения разные. So, what's the value bringing art tasks to family treatment? And the art task is basically a diagnostic and also an interactional tool that can assist a family therapist. There are specific art-based assessments, some of which you'll see, and I'm actually going to get up, because this chair is not the most comfortable, and walk around and ask you what you see in the drawings. So it's an interactional and diagnostic tool and can assist the family therapist. I'm falling off the chair. Собственно, в чем ценность использования художественного модуса в взаимодействии с семьей? Художественный процесс может быть использован, с одной стороны, как диагностический, с другой стороны, как возможность интервенции и входа в контакт с семьей. Доктор Керр неудобно сидеть на этом стуле, и она сейчас это прокомментировала. Okay. The art product, and this comes from the foundations or how we ground art therapy, is often thought as an unconscious projection and displacement of thoughts and feelings. It's very simple. And if any of you are artists, you know sometimes you put into a piece of art an amazing amount of information that you look a week later, and then you start to glean what that information was. Собственно, художественный процесс и происходящее в художественном процессе открывает достаточно много бессознательного материала, как вам должно быть известно. Если кто-то из вас практикует художественное творчество как таковое, понимает, что иногда вы делаете работу, а потом через некоторое время возвращаетесь к ней и замечаете, осознаете, сколько материала, который до этого вам был незаметен, в этой работе проявляется. And the other important piece of why using art often assists family treatment, and I do a lot of it, I actually work with couples. So it's a lasting, concrete piece of treatment evidence about where the family begins and where the family ends. And people can go back and be reflective and see change over time. И другое основание, почему важно и можно использовать художественный процесс во взаимодействии с семьями и с парами, с которыми доктор Керр работает, что художественный объект, который создается, он остается свидетелем и фактом произошедшего с семьей, к нему можно возвращаться через некоторое время и замечать, где семья начинается, где она кончается и какой путь был проделан за время, пока вы не возвращаетесь к этой работе. So the art product becomes what we call a metaphoric blueprint of the family. Families will come in, I'm not going to read off of that, but families will come in and where they seat and who goes up to the mural first, who begins the first mark. It becomes a real dynamic validation of the homeostasis of the family system. And the therapist is considered the agent of change. Художественный процесс может показать и показывает динамику внутри семьи. В художественном процессе очень легко ее отслеживать, замечая, кто первый вступает в работу, кому дается инициатива в процессе художественного создания чего-либо, чья инициатива замечается. И при помощи художественного процесса достаточно легко входить и работать с гомеостазом внутри семьи, как бы либо расшатывать его, либо давать ему большую устойчивость.
And what's called the invading device is really the art product. And this is where it's important to be an art therapist and not a family therapist, both of which I am. But if I wasn't an art therapist, I wouldn't know what media to use. И что важно, такой термин звучит как invasive device, это как бы агент вторжения. И арт-терапевта от семейного терапевта отличает то, что арт-терапевт знает, какой художественный медиа и какой художественный процесс можно предложить и использовать для того, чтобы наиболее точно попасть в запросы, необходимость актуальную семьи. Этим отличается арт-терапевт, который работает с семьей, от семейного терапевта. Доктор Керр, она и семейный арт-терапевт, и клинический арт-терапевт. And the art therapist also knows developmentally what is appropriate as an art intervention, and also affectively. Because as family therapists, people do not come into family treatment if they're super happy. So you need to be very aware of the dynamics of where the effective tone of the family is and use appropriate art directives. Художественный процесс помогает в определении конфликтной зоны, потому что вы, работая с семьями, понимаете, что семья не приходит в терапевтический процесс, если она супер счастлива. И арт-терапия помогает аккуратно определить максимально эффективный вид и зону вторжения в семейную систему. So what you observe, and you give an art directive that's appropriate, the media is appropriate, you see who initiates the drawing. Who leads up to the first mark on the picture? Если смотреть на течение художественного процесса внутри семейной арт-терапевтической сессии, первое, на что вы обращаете внимание, это кто ведет в процессе, кто каким образом вступает в процесс художественного делания. In what order do they participate? And often you'll find alliances. Oftentimes the mother will align with what we call the identified patient. There'll be alliances that you have to be very acutely aware of, and you try to use the art material to create a little bit of disengagement in those alliances. Соответственно, в этом процессе вы можете выявить, кто является заявляющим клиентом, пациентом в терапевтической сессии. Чаще всего это мать является, если мы рассматриваем семейную систему, мать является ведущим агентом. And then, of course, when they come up, when you ask anyone in art therapy with a blank piece of paper, and you say, well, you ask them to draw something, they're often very hesitant, to come up with an idea. И часто, конечно, есть такое столкновение, когда вы предлагаете кому-то что-то изобразить на белом листе бумаги, и есть некоторое сопротивление к тому, чтобы это начать. But in family therapy, you see who comes up with an idea and whose suggestions are utilized and whose are not. И во взаимодействии с семьей, давая художественное задание, вы первым образом замечаете, кто первый приходит с идеей, кто включает остальных в процесс. And you often see in family therapy, there are participants that will not be involved. Now, what does that mean from a family dynamic perspective? You have to take that all into consideration. И, конечно, вы замечаете, кто в семейное взаимодействие не включается в процесс, кто не участвует. Таким образом, можете отслеживать семейную динамику достаточно легко. Though we are aware of the dynamic symbolism, we're aware of the use of media heightening or lowering affective states. We're aware of placement. We're aware of all the dynamics of art diagnostic information. The art therapist should never become a mystery. There's teaching done to explain what their drawings mean. Арт-терапевт осознает и понимает и представляет себе динамику происходящего процесса, подбор художественных медиа, опознает эффективную стадию развития в динамике, опознает активных агентов в динамическом семейном процессе. Это не является историей про мистическое понимание того, что происходит на рисунке. Unlike art projectives that are often used by psychologists, the TAT, the draw person, the Rorschach, etc. In family therapy, you want to explain what's going on so the family has an understanding of the subtleties of what their interaction meant. И есть классические художественные тесты, которые многим известны, тест Роршаха, например, которые дают диагностические можно снять диагностические показания, но семейного терапевта интересует динамика происходящего в семейной системе.
All right. The importance of media. Важность художественных медиа, художественных материалов. Right. Media produces different affective states. Some of you love clay. Now, clay is very regressive. You know, it's very tactile. Some people like watercolors, but it's very fluid. So the people that have very, high anxiety often use pencil because they can erase. So you try to use media that is appropriate for the family and offer a variety so there's different levels of usage throughout the family. Арт-терапевт предлагает те медиа, которые подходят в данный момент для семейного взаимодействия. Кто-то, например, предпочитает глину, но она является очень регрессивным материалом. Кто-то предпочитает акварель, она очень жидкая и текучая. Кто-то, например, предпочитает или боится использовать карандаш, потому что его можно или нельзя стереть. Важно понимать, что все художественные материалы обладают своими аффективными свойствами. And, if you see a family that's very disengaged, you might want to have them work in dyads. You might have the family work in smaller spaces together. You try to bring them together. Families are a mesh. You try to separate them by the paper usage and the kind of art directive you might use. Families that need structure or boundaries, you might use trays as a boundary. And this is all an assessment made by the art therapist after a period of time of working with a family. И доктор Керр описал некоторые примеры. Если в семье, например, есть большое разделение или большое расстояние между членами семьи, отдаленность друг от друга, то можно использовать материалы и техники, которые вынужденно сближают и дают возможность работать вместе. Если в семье высокая степень слияния, то возможно использовать материалы, которые как раз дают возможность быть раздельно или вырабатывать возможности быть раздельно. Если в семье необходимо удерживать границы, и каждому члену семьи необходимо свои границы разрабатывать, то можно дать те материалы, которые позволяют это делать. Коробки или что-то с границами. Очень простые метафоры в этом. And if I could count the number of times I've heard clients say, I can't draw, and you have to develop broad shoulders and not be upset by it. You don't offer initially art directives that are daunting. We wouldn't want to say you're going to sculpt something that's out of the Louvre. It's not going to happen. So you engage in warm-up exercises where people are free to use collage, people are free to use more abstract art making, so they become more comfortable with the process. The interesting Okay. Конечно, в практике мы сталкиваемся с тем, что люди, члены семьи, говорят, что они не умеют рисовать или не будут рисовать. В этом отношении необходимо выработать некоторый набор практик, которые позволят человеку входить в процесс художественного делания. Кто-то, может быть, делает коллаж, может быть, еще какие-то практики вы самостоятельно подберете. Нет необходимости заставлять человека или члена семьи заниматься художественным творчеством, соответственно, если у него этот процесс не идет. There are 2 points to this. One of the points is that with families, and at least I've experienced this, and this is 40 years worth of working with families, is that families can rationalize and talk over you, and they use words as a defense. The art doesn't allow that. The defenses are decreased quite significantly. So it's an area... Okay. И очень важная часть, что семья может, члены семьи могут рационализировать и говорить, и проговаривать очень долго и очень много, и погружать в это терапевта. Художественный процесс, он снижает защиту и дает возможность этой рационализации, не дает возможности данному виду рационализации работать. And the other interesting thing is, especially if there's children, and obviously a 3-year-old might not be appropriate, but 4-year-old and up, the children is an equalizing value of art therapy because kids will gravitate towards the art. And the subsystems are a little bit more equalized at that point. Очень интересно использовать арт-терапию с детьми, потому что в художественном творчестве дети, они вступают в некий эквилибриум, в баланс со взрослыми, и в этом отношении субсистемы, то есть взрослые и дети, будут находиться на одном уровне. И это очень здорово использовать для семейного взаимодействия, как раз творчество. Можно уравновесить субсистемы внутри семьи. And this is probably known to all of you. Minuchin talks about his subsystems being 3. И сейчас
We should talk about subsystems. There's three subsystems. Собственно, ну и дискурс о сабсистемах Манюшина, доктор Керр сейчас о нем будет рассказывать, 3 вида субсистем. And subsystems can be defined also by generation. A wife can be a mother, a wife can be a daughter, a wife can be a sister. So there's some definition or differentiation by generation. Один член семьи может, соответственно, относиться к разным субсистемам внутри семьи. Мама может быть женой, мама может быть ребенком, мама может быть родителем. But these are the 3 enduring subsystems. I'm sure this is not new news to you. It's I just forgot it, spousal, parental, and sibling. Собственно, те, кто изучает семейные системы, для них это не новая информация. 3 вида субсистем: супруги, родители и сиблинги. And what happens oftentimes where people sit, if a mother draws on a child's drawing, if there's enmeshment, you'll see some merging of subsystems. И что мы можем наблюдать как бы в семейном взаимодействии, это пересечение субсистем, когда мама вторгается в работу ребенка, не дает возможность, в работу художественного ребенка, не дает возможности ему проявляться. And I'm going to show you a drawing, and then I'm going to ask for what you see and what you think. And I'm going to get up, because I said I'm falling off this chair. И я покажу вам сейчас картинку и спрошу вас, что вы видите. All right, not yet. Ну, не сейчас еще. And if there's, okay, we'll just talk about the spousal subsystem. Oftentimes there's a dysfunction in the spousal subsystem, and that will merge into the parental subsystem. And often there will be collusion or enmeshment with children. Дисфункция в системе супругов будет оказывать влияние на взаимодействие с детьми. Oftentimes in the spousal subsystem, there's scapegoating that occurs. There's a child that's considered the bad child or the difficult child, and that really results from a spousal subsystem that is very dysfunctional. Ну и часто дисфункция в субсистеме супругов результирует в goat spacing, ну по-русски козел отпущения, я не знаю какой термин, ну как бы в создании козла отпущения, и им чаще всего является, конечно, ребенок. And the parental subsystem is about nurturing children. You know, it's about the caretaking and setting boundaries for the children. The sibling subsystem is about learning how to negotiate, cooperate, and be competitive with each other. Okay. Родительская система дает нам представление о виде и возможностях заботы, о том, каким образом разрешаются конфликты. Субсистема сиблингов дает и устанавливает представление о том, как строится взаимодействие и как вообще формируется привязанность. And at least in the United States, the rule of thumb was that if there was dysfunction in an individual, it emanated from the parents or the mother or the father. Now the research states, at least from the United States, that dysfunction in the sibling subsystem is far more important. Yeah. So getting along with your brothers and sisters, you need to rethink that. It's very important. Ну, очень долго существовало, ну и в данный момент существует представление о том, что дисфункция в семье у кого-то из родителей, матери или отца, или дисфункция в субсистеме родителей оказывает наибольшее влияние на формирование личности. Сейчас все больше набирает силу идея о том, что дисфункция в системе сиблингов, если в семье есть система сиблингов, она оказывает наибольшее влияние на на приспособляемость, социализацию личности в дальнейшем. This is just a graph. Ну и просто графическая картинка. И настоящая картинка. This is actually out of the book, the first book, and this talks about. Now, what do you see? This is Mama, and this is the son. Это картинки, собственно, из первой книги, и вопрос, что вы видите? Вот здесь мама и сын. And they live together. И эти люди живут, те, кто нарисовал, это живут вместе. And he's unmarried. И он не женат. Oh my goodness! Ничего себе. Кто рисовал? Who draw this? Which picture? I'm sorry? Who of them draw which picture? The mother drew herself, and the son drew himself. Сын себя нарисовал, мама себя нарисовала. Right. So, do you see mom? Now, what you see is mom is very strong and maybe, solid, but very staunch. Мама
Staunch. Like stone. Not staunch. Основательная. Мама очень большая, основательная и такая устойчивая. But what you Without see, legs. but what I asked these two people to do was to draw how they saw themselves in relationship to their family, okay? So that was the directive. Draw how you feel, draw a picture of yourself in relationship to your family. И, собственно, задание к рисунку, и как звучало введение в рисунок, нарисуйте себя, как вы себя ощущаете внутри вашей семьи и по отношению к вашей семье. And then you see the son, he's got blue face, right? And he's got a side profile. Ну, как вы видите, у сына синее лицо, и он нарисован в профиль. It looks like he's trying to say something. I can see it over here. И выглядит, как будто он хочет что-то сказать. But what an art therapist sees is a couple things that maybe are interesting. First of all, the mother there's no indication of feet. И арт-терапевт, что замечает арт-терапевт? Для начала, у мамы нет ног. And what do feet do? О чем ноги? They move in the environment, so she feels a little stuck. Ноги для того, чтобы передвигаться в среде, и она кажется немножко такой застрявшей. And her hands are kind of very neatly tied under her dress. И ее руки как-то так аккуратно прячутся внутрь платья. But, you know, there's an old axiom from Shakespeare, I think she does protest too much. Protest? Yeah, well, maybe I won't use that. She's not Что-то, reaching out. цитата из Шекспира, которую я, к сожалению, не способна перевести. So instead of being demure and very solid, she's not reaching out. There's no movement in the hands. And what do hands do? They touch, they care, they hold. Ну, и ее руки таким образом спрятаны, что она не в пространстве их не использует. А для чего нам нужны руки? Для того, чтобы достигать, тянуться к чему-то, обнимать, касаться. So although she looks like, you know, a nice, very put-together mama, there's this aloofness there. There's a coldness. There's a withdrawal. Ну, и что мы видим, что мама такая Unapproachable. Yeah. Эта мама недоступна, у этой мамы много подавленных процессов. Закрытая. Withdrawal. Okay. And there's one thing that also art therapists see is there's something called an environmental press. She's coming off the page. Ну и что еще арт-терапевт замечает, это взаимодействие рисунка со средой и объема рисунка со средой, она немножко не помещается в лист. So instead of being larger than life, she's just the opposite. It becomes compensatory. Предположительно, это компенсаторный фактор. Возможно, ей как раз, она чувствует себя либо слишком большой, либо слишком маленькой. And the son speaks for himself. He's pretty angry. He's blue in the face. Ну и изображение сына говорит само за себя. Он выглядит достаточно злым, у него синее лицо. Interestingly enough, and this was totally done, and he just said, "Oh, I didn't realize I did that." That's a picture of his mama over there in the picture on the side. И что было, собственно, сделано им, что было потом, после того, как он сделал рисунок, он заметил это вдруг само собой, что на стене там рисунок его, он изобразил свою маму. And his profile really denotes that he's avoiding talking to her about some of her unapproachability. И то, что он изображен в профиль, возможно предположить, что он избегает контакта и избегает сообщений ей о чем-то. And all this the family art therapist would talk about, because it shouldn't be a mystery. And we talk about, what does it feel like to be avoiding your mom? What do you need to say that you said in the picture that you can't say now? It all comes up in dialoguing. And art therapists are very interactive verbally. You have to be able to make art and walk and talk at the same time. И все, о чем сейчас говорила доктор Керр, обо всем этом арт-терапевт сообщает и входит в диалог с клиентом, замечая все это. И на самом деле арт-терапевт достаточно много вербально выражается, и находится в вербальной коммуникации по поводу рисунка достаточно много. Арт-терапевту необходимо и создавать, и участвовать в диалоге. All right, this is another picture about family and it's about boundaries. Это следующее изображение о семье, и оно про границы. What do you say? Кто-нибудь, может быть, скажет, что видит? It looks like he's drowning. Drowning, right. Да,
как будто. And he's trying to catch the cross. Trying to catch the cross. But there's an almost invisible boundary. The boundary is the plexiglass. И там, ну, и на этой 3D-фигуре такая невидимая граница, которая сделана из плексигласа, оргстекла. And it's amazing in family treatment, and I actually wrote a chapter about metaphor. The metaphors that are utilized to, basically describe the client's impression or description of the drawing. And it was, you can see me, but you can't touch me. Ну, и это очень метафорическое изображение. Про метафору доктор Керр еще отдельно скажет, и в книге у нее есть глава этому посвященная. И такая прозрачная граница может, как метафора, сообщить нам о том, что вы можете меня видеть, но вы не можете до меня дотронуться. Я не достигаю. Я видим, но недостижим. So the art denotes enormous movement, reaching high, but being closed down as well. So there's a conflict. И в этом изображении можно проследить этот конфликт, где есть фигура, которая как бы движется, где есть желание двинуться выше, достигнуть большего, но некоторая закрытость и невозможность движения. Now, he was the only one that did this, so this became a dialogue amongst the family members. His usage of this material, his posturing. They were a very religious family, but his enclosing himself in plexiglass. And what it feels like to be seen, but not allowed to reach out. И он был единственным из членов семьи, который погрузил свою работу вот в эту коробку из оргстекла, и это стало возможностью для диалога и разговора о том, почему таким образом происходит, что это вообще значит. Возможностью для диалога в семье в процессе терапевтического взаимодействия. And then I do a lot of family of origin work. I happen to like BST therapy a lot. It makes a lot of sense to me. And family of origin work involves looking at your family intergenerationally. Ну и классическая работа с системной теорией Боуна. Системная теория Боуна? Теория семейной системы Боуна. И доктор Керр делает достаточно много работ, связанных с базовой коренной семьей. In fact, I wrote my dissertation on Bowen, so... Доктор Керр написала диссертацию по Боуну. Диссертация... What's the theme of your dissertation? Oh, later. Спросила, может быть, тема диссертации попозже. Anyways, we carry unresolved conflict from our families into the next generation. And we might, try to, run from our family, but we always carry our family internally. So family of origin work is a must for people that are family therapists, but we do it in our therapy through the art. Собственно, эта практика позволяет проследить и выявить межпоколенческие конфликтные ситуации в семье, в семейном взаимодействии, и она делается как обязательная часть программы при обучении семейных терапевтов. Они делают эту практику в течение года, создают объект, связанный с коренной базовой семьей. And Bowen talks a lot about different emotional cutoff. He talks about family fusion, which is the person in the family that's most vulnerable to the conflict or the emotional, affective stress in the family, and that it's unresolved and it carries through intergenerationally. He talks about the concept of differentiation, which is being able to be in a family but not emotionally reactive to a family. And Bowen did his own work on himself. И Боуэн дает много определений внутри семейной системы. Он говорит о разных типах семейного взаимодействия, говорит о слиянии, говорит о том, кто может и каким образом становится в семье агентом конфликта, концепт дифференциации Боуэн также рассматривает. And when my graduate students do this project, invariably one or two of them will do them during we have Thanksgiving in the United States, and it's a day where families come all together, many generations, and they try to do their project. And Thanksgiving, it's not very successful. No, they did. Yeah, one or two every year. В Соединенных Штатах есть такой праздник, как День Благодарения, когда вся семья собирается вместе. И доктор Керр давал задание своим студентам на День Благодарения проводить работу, делать некоторую работу, связанную с проработкой семейной системы по Боуэну. Но это не оказалось эффективным.
And family of origin work is a horizontal process and a vertical process where you examine historical continuities, issues around boundaries, issues around rules, current issues of emotional connectiveness where there's conflict and there's non-conflict. It's a whole protocol attached to this. И эта программа, которую делают студенты, она включает в себя несколько вопросов, на которые они должны в течение года развернуто ответить. Как им кажется, откуда, из какого поколения растет конфликтная ситуация в семье, каким образом складываются отношения межпоколенческие, каким образом это выражается. And this was a family of origin work that was done actually with a couple. And what do you see here? This was actually, she was very handy with materials. They made this together. This was some of the intergenerational dysfunction that was being brought into the the spousal subsystem and was really holding them back from being effective parents. Эту работу сделала пара, и они работали над темой субсистемы родителей и пытались обнаружить конфликтную зону в этой субсистеме. Как вам кажется, что вы видите? This is I'm asking them what they sing. Oh, okay, fine, sure. Дерево? Is it tree? Is it Something like that. Что-то типа того? Yeah, it is something connected to the circus. Circus. These were the intricacies of the intergenerational families still coming out of their togetherness as a couple. And you can, even though it's soft, it's extremely enmeshed. You know, I mean, there's this, it's very interwoven, and it's coming out in very dysfunctional ways. So they were representing, you know, difficulties around religion, difficulties around parenting. I need to translate it. I'm sorry, because I won't remember that. Собственно, эта пара работала свою историю семьи межпоколенческую рассматривала, и они столкнулись с очень многими темами, и несмотря на то, что этот объект, он достаточно мягкий, и он достаточно податливый, все в нем перепутано, и они, собственно, отследили, что в нем он очень податливый, и он поддается, и его очень легко запутать, и они столкнулись с такими вопросами, как So what they were facing? What was that? What issues they were facing? There were issues around parenting, issues around religion. Even though they were very funny, they were Irish. That's why they have the jingle bells at the very end, because they use humor as a defense. It's very enmeshed, very entwined. You know, there's a tightness to the stitch, there's a tightness to winding this around. And they were able to talk about the process of making this together and resolving some. Создавая этот объект, они как раз получили возможность поговорить о тех многих вопросах, которые сквозь поколения проходят. Они ирландцы, и они, как отмечает доктор Керр, они используют юмор как защитный механизм, и об этом они тоже могли говорить, возможно, цирк оттуда. И они столкнулись с вопросом хорошего, good parent, хорошего родительства. And this was done by one of my students, the metaphor here is we're all in the same boat together. And you have to understand that all of my students go through their own family of origin process. I'm a firm believer that, you know, what Martin Buber said, I can only take somebody as far as I've gone myself. Эту работу сделал один из студентов, и метафора этой работы мы все в одной лодке находимся. И, собственно, все студенты, которые учатся у доктора Керр, они делают эту работу, исследуют тему своей семьи, потому что... So who said that? Мартин Бубер. Как доктор Керр цитирует Мартина Бубера, сообщая, что я могу кому-то предлагать делать что-то, только если я сам это прошел. Собственно, всем студентам необходимо это пройти. So, I mean, this is very successful. She talked about her family sharing a lot of similar responses to family crisis, developmental changes, and she was able to resolve some of the issues generationally. That she said, you know, I'm really going to try to set some clear boundaries around these particular issues. Это было очень эффективное исследование для студентки. Она коснулась темы границ, темы семейного взаимодействия, и, собственно, после создания этой работы сообщила, что ей самой необходимо поработать с границами, с умением отстраивать границы. And of course, I asked her who's rowing the boat. И, конечно, я спросила ее, кто управляет лодкой. Thank goodness she said she was. И она, слава богу, сказала, что она.
And this is another family of origin done by couples, where they use the dollhouse to represent the emptiness of their intergenerational family as well as their relationship. Эта работа сделана парой, и они тоже исследуют тему семьи. Они использовали кукольный домик для того, чтобы это представить и показать пустоту, которая есть в этом доме. Intergenerational emptiness. Right. Собственно, пустоту, которую они ощущают в отношении связи со своими поколениями, другими семьи. And this was done by a family, and a lot of family of origin work is done predominantly with couples, because it impacts on the spousal subsystem and impacts on the parental. But this is their representation of the amount of information, the amount of chaos that they were experiencing from the intergenerational flow of dysfunction. Много этих работ сделано парами, потому что они начинают исследовать свою субсистему родителей, которая оказывает большое влияние. Вернее, они начинают исследовать свою субсистему супругов, которая будет оказывать большое влияние на субсистему родителей. И в данной работе они выразили то количество хаоса и непонятности, которые они обнаруживают внутри своих межпоколенческих связей. And this is done over a period of time, and not done in one session. And the couple does it together. So there's, a process and there's an end product which they can, take pictures of, and they can go through the process of understanding what pieces of information they put out there. Но эта работа была сделана, конечно, не за одну сессию, а за несколько сессий, и они работали вместе, и в каждом кусочке, в каждой из этих частей они вкладывали какой-то актуальный на тот момент смысл. This was done by a graduate student, family of origin. And what are everyone's impressions? И эта работа была сделана graduate student, выпуск, как это у нас в России называется? Студентами старших курсов, и это, собственно, тема тоже исследования семейной системы в 3D. Yeah, finished. We were trying to understand what is the translation for graduate student in Russian. Oh, okay. Yeah. Masters. Yeah. We made it. Oh, you did? Yeah, Okay, fine. Okay, from an experiential family art therapy perspective, or the theory of experiential, seamlessly works with drama therapy as well as art therapy. And, this is actually at the National Institute of Mental Health where the first family art therapists began. And we talk about it from a diagnostic tool. Собственно, есть направление экспериментальной арт-терапии, которое связано с работой с травмой и с проработкой в этой, сейчас, give me a second. Из работы с травмой, собственно, и выросло арт-терапевтическое взаимодействие с семьей, и экспериментальная арт-терапия использует много опыта оттуда. Because experiential family therapy emphasizes enhancing creativity for a family, being spontaneous. Being creative. It puts hope where it's been stagnated, where people are stuck in roles and emotional communication styles that are not working. It opens up possibilities, and families need hope. И, собственно, экспериментальное направление, оно больше работает с тем, чтобы с развитием креативности, спонтанности внутри семьи, для того, чтобы у семьи появлялась новая возможность взаимодействия. И художественный процесс в этом очень актуален. Yeah. So, it's very spontaneous. It's very spontaneous, right? And this was done by a child. And oftentimes, the kids will take off in family art therapy, and this was done with a child. Draw a family doing something. Собственно, вход в этот рисунок, и это такая частая директива, которая в арт-терапии используется. Нарисуйте свою семью, делающую что-то. Вот семья что-то делает. Этот рисунок сделан ребенком. This child was a handful, okay? So that's dad down there, and I'm with stupid. Вот там этот rебенок был очень таким рукастым, и в углу вот этот оранжевый — это папа. That is stupid? I'm with stupid. I mean, his dad. His dad? He's calling his dad stupid. И он называет своего папу глупым. Это папа в углу, и он глупый. The dad's in orange. Его вот папа оранжевый. And everybody worked on the same page. И эта семья, на самом деле, работала, и все работали на одной странице.
brought them together. So the whole family worked on the one piece. Okay. Эта целая семья работала на одном листе. And this is the child right here. С левой стороны это ребенок. Which one is? The black right there. Ага, и вот этот черный это ребенок. The mother's in pink. Мама рисовала розовым. And a sibling, an older sibling is up at the top. Green. Green. И сиблинг вот зеленым нарисован вверх ногами. The orange one is a dad made himself, calling Dad himself. made himself. But this kid wrote, was stupid in black. То есть оранжевым это папа нарисовал себя, я немножко вам неправильно перевела, оранжевым папа нарисовал себя, а черным рядом написано, видите, I'm with stupid. Это как раз ребенок написал, как бы указывая на папу, что папа как бы глупый. Вот. And interestingly enough, as an art therapist, everybody has to use one color. So you get to see boundaries, you get to see placement, you get to see the energy. And it helps with diagnosing the picture. И это очень хороший инструмент, который терапевт может использовать в диагностической стратегии. Он ограничивает каждого члена семьи одним цветом, и тогда очень видно границы, очень видно динамику развития на рисунке. So you can see that the young man, who's about 11 or 12, really took over the picture. Ну и вы видите, что вот этот 12-13-летний человек, он заполнил практически, много места занял. And he's in black, so И он he's в черном. all over the page. И он по всей странице. So nice. And this one was draw a family doing something. И это был рисунок с такой же водной. Нарисуйте семью, делающую что-то. And this was done individually. It was done by one person. И это сделано как раз одним человеком. What's the most remarkable thing? It looks like a normal family dinner. И что как бы удивительно, выглядит как типичный семейный обед. What do you see might be remarkable? А как вам кажется, что супер заметно? Empty chair. Empty chair. Да. And what's? There's no hands. There's no hands, right? Hard to eat dinner with your mouth, out of hand, right? Как же вот есть без рук свой ужин? And it's also perspective. Empty dishes. Empty dishes. The most remarkable thing here is the perspective. Самое удивительное это то, с какой перспективой сделан рисунок, взгляд. Looking down. Now, what might that mean? И взгляд как бы сверху на процесс. Что бы это могло значить? Сверху вниз. It's avoidance. Но предположительно это избегание. Or may suggest avoidance. I just said may suggest. Okay, good, thank you. You have to know diagnostically with art, it's may suggest, and I drill this into my students' head, because one piece of artwork doesn't diagnose anybody. That's ridiculous. And over time, if you see the same thing happening, and that's the great thing about art, you can look at it because it's been concretized. The treatment is on the page, and you can be reflective. И, конечно, необходимо использовать и осознавать, что по одному рисунку мы не можем строить свою теорию, и что теория развивается в череде рисунков, в последовательности рисунков, поэтому все, что мы можем по одному рисунку сказать, это, возможно, предположить, что что-то на рисунке происходит, что-то значит. This was a art-based assessment developed by Burns, and it's person-centered or circle-centered drawings, and it can be mother-centered, it can be father-centered, self-centered, or present self-centered, where the client puts themselves in the middle, and the people that in their family around, either in the circle, close to them, outside the circle. I've had people draw in families their parents on the back of the page. И следующая техника – это family-centered, рисунок семьи в круге. Собственно, это техника... Есть какой-то просто family-centered drawing, maybe, может, какой-то перевод есть классический, я не знаю на русский. В общем, это социальный... So there is a Russian term for that. Family-centered drawing. Здесь еще социограмма семьи есть, действительно. Ну, это другое. В общем, рисунок семьи в круге, и заключается он в том, что человеку, клиенту, который будет это создавать, предлагается круг, в котором он может, в зависимости от того, какая у нас сводная, этот рисунок, он как бы центр вокруг матери, вокруг отца, вокруг ребенка будет строиться. Ему предлагается водное нарисовать
дистанция себя и всех членов семьи относительно этого круга. Оно? And it's very much a visual А geneogram. здесь предполагается, что прям рисует. It's a visual geneogram. Фигурки или Это как бы визуальная генеограмма. Генограмма, собственно, да. вот диаграмма это кружочки или это прям фигурки? А вы сейчас увидите. So, can you show the exact picture? Это рисунок прям. It's like this. So there is a geneogram, like you drawing these triangles. Triangles and yeah. Это, ну, как бы, это не генограмма, как бы. Это другое, это визуально. That's a geneogram. Но она сопоставима. Here they draw actual figures. Здесь они просто рисуют, ну, реальные фигурки. Можно инструкцию дальше? What is the exact instruction for this drawing? Okay, the art therapist makes a circle, and you just get a plate and draw a circle. And you ask the family members to put themselves in the middle, wherever they want to be. Obviously, this is the client. You put herself low on the circle, kind of low energy, low to the bottom. And then, translate? Yeah. То есть арт-терапевт рисует круг на листе и дает уже клиенту листок с кругом и просит клиента изобразить себя в этом круге в первую очередь. И вот на этом рисунке мы видим, что клиент изобразил себя на нижней грани круга, хотя, ну, возможность любая. Доктор Керр предполагает, что, собственно, у этого человека мало энергии, некоторая подавленность она может отметить относительно того, что он внизу так нарисован. And if the client won't or the family member won't put themselves in the circle, that speaks volumes. It's what? It speaks volumes. It means something. Если, собственно, клиент не рисует себя внутри круга, это тоже о чем-то говорит. And then they were supposed to draw a person, but this particular person just drew faces. They put their family members that they're closest to near them, sometimes in the circle, sometimes attached to the circle. You get a feeling of the dynamics, the relationships that this individual has with other family members. И предлагается других членов семьи изобразить в отношении этого круга, как бы снаружи круга или внутри круга. Собственно, так вы отслеживаете динамику и как бы степень взаимодействия и близости внутри семьи между членами семьи, как клиент это воспринимает. And I've done this particular art-based assessment with just abstract colored paper. People draw out, you know, for a father a triangle, for a mother a rectangle, themselves as a smaller circle. It can be done very simply with collage and colored paper. Доктор Керр также делала это получается в более как будто бы простой форме и более схожей с генограммой, когда даются, например, в форме коллажа даются треугольники, квадраты, круги для того, чтобы обозначать членов семьи, и вводная та же самая. Для себя выбираете фигуру и относительно этой фигуры отстраиваете других членов семьи. And this just once again opens up the dialogue between the particular family member and other family members. Ну и, собственно, это такой вводный и возможность начать диалог о том, как строятся взаимоотношения в семье. And you said about the other side of the... Well, sometimes they put the parents on the other side. И иногда клиенты просто рисуют и изображают членов семьи на другой стороне листа. Это тоже возможный вариант. And this is a family landscape, and the family is asked to think about a time when they were much younger and draw a landscape that involved the family. И следующая возможная техника – это семейный пейзаж. И семье предлагается подумать, do each member of the family think about it? И семье предлагается подумать о каждому члену о более раннем своем возрасте, о более ранних каких-то временах и изобразить пейзаж, в который может быть вписана семья. They're instructed to ask, you know, in the drawing, when they depict the landscape, to really get in touch with the emotional value of that particular memory. И предлагается, интервенция дается таким образом, формулируется таким образом, что предлагается эмоциональный какой-то пейзаж, выбрать пейзаж, который связан с каким-то эмоциональным состоянием или воспоминание о пейзаже, которое как-то эмоционально заряжено. And this is just how to render it. I'd be happy to give you this. I mean, I know it's in English, but to go through the steps. Sometimes it's very symbolic. They try to be as complete as possible. They're asked to make a legend and write a little narrative about the landscape. So it's sequential steps to making the artwork. But I'll show you one of the interesting ones I got. И там есть некоторые последовательности в том, как это развивается, это задание. Им предлагается создать пейзаж, вписать в него членов семьи, создать историю о том, что происходит на пейзаже, каким-то образом рисунок оживлять. This is drawn by I think a 14-year-old, and they do not live in Hawaii.
Этот рисунок нарисован 14-летним подростком, и он не живет на Гавайях. Bahamas. Этот ребенок не живет на Гавайях, то есть нет вулканов рядом с ним. The emotional content speaks for itself. Ну, эмоциональный контент рисунка как бы говорит сам за себя. This is the second one, drawn by another family. И это следующий вариант семейного пейзажа, нарисованный членом другой семьи. Looking at it symbolically, you know, it's a bridge going, but he's in the middle, so he's neither going to the present or the past. Воспринимая рисунок, мы смотрим, что есть мост, и член этой семьи стоит посередине, и непонятно, он как бы двигается в прошлое, двигается в будущее. For the present, moving towards the right, there's no connector holding up the bridge. И на данный момент нет, для того, чтобы двигаться вправо, ну, предположительно в будущую сторону, нет места, куда этот мост прикрепляется, нет такого пространства будущего. It's not a very solid bridge. И это не очень устойчивый мост. The water underneath the bridge is very tumultuous. И вода под мостом очень такая волнительная, волнующаяся. And most importantly, he's avoided, you know, it's not a frontal view. So there's avoidance going on. И можно предположить некоторое избегание, потому что фигура, которая изображена на мосту, она к нам спиной. It's a somewhat depressing picture. Ну, в какой-то мере это достаточно депрессивное изображение. And then recently, working with couples, I'm somewhat involved with, well, pretty involved with narrative. I see a lot of couples recently, because New York is a multicultural area, that narrative therapy fits seamlessly in. And I've started using metaphor as a technique to utilize and to enhance art making. И у меня сейчас в личной практике находится много пар. И, собственно, доктор отмечает, что много пар, потому что Нью-Йорк достаточно мультикультурный город, и она стала использовать метафору и нарративный подход, и находит его очень эффективного взаимодействия с парами. I think it's a very powerful therapeutic approach where you co-create new realities with your clients versus it being diagnostic, versus it being, you know, systematic. People come in with their stories, and their stories are important. И кажется очень ресурсным этот подход, и как возможность создавать свою собственную историю, не заниматься только диагностированием процесса или систематизированием, а возможностью создавать свою историю. And just to note, I work with my husband. He's a therapist too. So we treat couples together as a couple, which is often fun. И заметь, что мы с моим мужем работаем вместе как ко-терапевты, и к нам пары приходят как ко-терапевтам, сотерапевтам, как сотерапевтам. У нас есть 3 пары, которые мы сейчас у нас в работе как у пары терапевтов. And interesting to note, I'm from New York and he's from California. И доктор Керр из Нью-Йорка, а Гарри из Калифорнии, и это, ну, разница. He's a good listener. И он хороший слушатель. All right. So this was a couple we saw and very stuck, very angry, developmentally moving into retirement. One of the husband was moving into retirement developmentally. И одна из пар, с которой происходила работа, пара находится в некоторой стагнации, очень много злости, и один из и муж в этой семье, мужчина в этой семье на пороге пенсионного возраста, выхода на пенсию. And they were in their late 50s, and the wife was dragging the husband in because she was very unhappy with the relationship. Они были в середине, за 50, как бы в середине своих 50, и жена была тем активным агентом, который привел пару в терапию, потому что она была очень недовольна происходящим в паре. And when she was in treatment, she kept using metaphor. American sayings, but over and over again. И в процессе терапевтического взаимодействия она очень часто использовала выражения, фразеологизмы, всякие там поговорки, образные и метафоры американские. And she kept saying, "We're circling the drain," and that's an American kind of slang statement of we're really not doing well. We're going down the drain. И она продолжала использовать метафору, что мы
Все смывается, да, все, мы крутимся вокруг вот этой смывной части в раковине, но это поговорка, как бы оно есть какой-то, я думаю, русский эквивалент у нее. Собственно, и значит она, что что-то у нас ничего не происходит, все как бы сливается. Все сливается, мы сливаем. And because it's couples work, and I'm with my husband, and we try to decipher, work with the metaphor, I send them home and they do art making at home, and they keep it private to themselves, and they bring it into the next session. I truly believe in homework because investment in treatment is only as much, you're going to put in as much as you're going to get out of it. И рисунки доктор Керр давала этой паре как домашнее задание, и она как специалист верит вообще в систему домашних заданий, потому что если вы вступаете в терапевтическое взаимодействие, вы можете и должны взять от него так много, как можно взять. И домашнее задание в этом случае рабочая история. Она давала им домашнее задание домой, и они делали его отдельно, каждый за себя, и потом приносили на следующую сессию художественные продукты. In this she talks about, money, she talks about the children leaving, the house being broken up. Ну и на этом рисунке очень показано, как здесь есть вопрос про деньги, есть вопрос про дом, который разрушается, есть вопрос про детей. And then over a few sessions, they did another drawing, and she brought this in, and it was this one. И через несколько сессий супруга в этой паре сделала следующий рисунок, тоже метафоричный, который вот так вот выглядит. And she felt trapped. The metaphor was a metaphor around feeling trapped, and her feet were in cement. И она чувствует себя как бы схваченной и застопоренной, и метафора была, что ее ноги как бы в цементе заморозились, застыли. And obviously she was talented. She could draw. And и очевидно, что она могла, у нее были способности к рисованию. So where does that leave poor husband? Ну и где же это оставляет бедного супруга? The week after she brought this in, he came in with this. И через неделю после того, как она сделала это, он пришел вот с этим. And it's simple drawing. He did very well. И это простой рисунок, но он очень классно справился. You could see he worked on this a while. Вы видите, что он как потратил силы для того, чтобы это сделать. He said, "If you could only walk in my shoes." И метафора была такая, что если бы ты только могла походить в моих туфлях. So there was a real empathetic response between the two. They both felt incredibly stuck, and even though his artwork was very simple, she got it. И видно, что они что очень много эмпатический ответ, очень эмпатическое взаимодействие между ними происходило, и empathetic contact. Right. They were able to be empathetic. Yeah, I said that. What was next? I forgot. What was the next about? I can't remember. Эмпатический ответ, что я могу сказать? все развивается. Communication amongst couples is the number one reason that couples come in. They stop communicating. They point. You did this, right? And once you have an empathetic connection, communication, and there's ownership, because it does take two to tango. Я вспомнила, что я забыла, что был получен эмпатический ответ, и что очень много накоплено в паре было невысказанного, это возможность высказаться. И что в данном случае для пар такая возможность оказывается очень ресурсной. There is the beginnings of working towards a more open and functional relationship. И такое взаимодействие ведет к более открытому и функциональному контакту. So Russian metaphors, whatever they might be, are oftentimes very useful in treatment. Соответственно, и русские метафоры также могут быть, понятное дело, использованы во взаимодействии семейном. And recently, these pictures, because couples come back occasionally, they came back, they had a death in the family. И недавно пара возвращаются в терапию, и недавно пара вернулась, и у них была смерть в семье. They said they had framed these. Они сказали, что эту картинку они дома поставили в рамочку. And it's not because I was such fantastic. I mean, I'm good, but they framed them because it was a reminder of the work they had done, and it really, the art really solidified that. It concretized that. И это не потому, что доктор Керр была как-то сверхблистательна, а потому что для семьи как раз художественная работа и является свидетелем и фактом и доказательством того, что они вместе работают над тем, чтобы это жило. Because words are, they're transient. Artwork is not.
Trending. Words can be forgotten, not interpreted. Artwork is visible and permanent. Слова могут как бы приходить и уходить, а художественное произведение, оно остается. Оно видимое, оно есть. And that's it. Finito. Закончили. Это конец. Последний слайд. I have one more slide. Oh, at this. Да. Может, сначала вопрос. So, questions? You can first talk about that thing again. About the school? Yeah, you can. No questions before? Do whatever you want. Я сейчас скажу несколько слов просто про школу, которая будет. Я вот даже эти слова скажу. Школа, которая будет, и я буду очень рада, Вы в этом уверены? если все это сложится. Вот такая у нас идея. Создать школу летнюю по семейной арт-терапии, в программу которой, программу это можно будет отдельно посмотреть, она подробно написана, в которой войдут две части. Одна часть будет посвящена арт-терапевтическому взаимодействию, возможности его использования в семье, и другая часть будет посвящена системным подходам в работе с семьей. И мы вот так вот наконец-то собрали это все, объединили, и будем учить и ждем всех тех, кому это и будет интересно. Вот. Информация вся это будет на сайте и у нас, и у вас. И у нас. Вот. How much? Пока еще не решено, честно вам скажу. Мы работаем над этим. Ну, это сильно зависит от институций разных, да, с которыми мы будем сотрудничать, поэтому... В самое ближайшее время это будет решено, потому что у нас есть возможность, и как бы сейчас мы ее прорабатываем, грантов для людей на школу. И вот сейчас мы пытаемся понять, как это системно будет. Все, что связано с высшей школой экономики, это будет недешево, я так понимаю. Я не знаю. Априори. Now questions. Посмотрим. Если у вас есть про школу вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Мы будем на эти вопросы отвечать. А теперь вопросы, если они есть. Бывают ли семьи, которые отказываются вообще работать после рисовать, лепить, или они все заранее знают, что именно это их ждет? If there are families who deny to work with arts, who just don't want to go into arts, or they know it before when they come to you. Вопрос такой: а есть ли семьи, которые отказываются использовать художественный процесс, или они с самого начала знают, что вот к доктор Керр идешь, значит творчеством будешь заниматься? Yes, and what I'll do is I'll send them home with an art history book. Да, есть такие. Ну и что доктор Керр в этом случае делает? Она посылает их домой с книжкой по истории искусств. Just the book. Просто книжку дает. Well, it's a book, but it's, I ask them to pick out pictures that represent how they feel about the family. Да, это просто книга. Доктор Керр просит, например, выбрать картинки, которые, как им кажется, представляют семью. And actually, the first chapter of the first book talks about that. I couldn't draw. И, собственно, первая часть в книжке, вот первая, про которую доктор Керр говорила, семейная арт-терапия, она об этом и говорит, что есть люди, семьи, которые сопротивляются рисованию. Вот, я не могу рисовать, я не буду рисовать. There was a mother and a son, and the father had died. И вот описание случая: мать с сыном, отец умер. And they chose the Mary Cassatt painting. What's Mary Cassatt is French. Мария Кассат. Mary Cassatt is a painter, fairly famous. Художник. И они, да. И она... So you gave them the book? I gave them Jansen's Book of Art History. И доктор Керр дала им книгу, они выбрали из нее произведение Марии Кассат. Я не знаю, кто это. Но это художница, французская. And just the act of choosing that and talking about which one. И просто акт выбора художественного произведения какого-то и разговор об этом уже основание. There's ways around it. Art was your first language. Искусство было первым, творчество было первым языком, который был. Before you use syntax, sentences, you drew. Для того, как использовать предложение, человек рисует. So I have to remind them. И доктор Керр об этом напомнила.
Я увидела один рисунок, сделан фломастерами. Часто используют в своей работе фломастеры. Или эта семья сама выбрала фломастеры, или она их предложила. Я знаю, что у отечественных наших гуру фломастеры как таковые не используются. So there was one drawing in the presentation that was made by... Все, я просто боюсь забыть, чтобы у меня такая память. So there was one drawing made by markers. So do you offer family to use markers, or they chose them? Do you usually use markers? Because in Russia, it's not that widespread to use markers while art therapy sessions. One of the things I never use is crayons. Одна из... Да, используются фломастеры. То, что доктор Керр в работе не использует, это крайоны. Это... Вот есть восковые мелки, а есть такие, как пластик они. Вот есть плохие восковые мелки. Не, масляные это другое. Масляная паста, она хорошая. Бывает прям вот... Да. These crayons are childlike. Потому что вот эти крайоны, я не знаю, как по-русски. Крайоны, они очень связаны с вот именно конкретными детскими моментами. Ну просто мелки. Просто в Америке, это как макинтош, также и крайон. Вот когда вы как бы для детского творчества художественные продукты подбираете, крайон, они как бы в списке всегда. И это такие восковые, они восковые, но они супер пластиковые. Есть хорошие восковые мелки, у которых хорошая текстура, а у этих прям такие, они как бы пластиковые. Зато в ТДРВ это любимое. Семья выбрала или... Для маленьких детей очень даже. То, что надо. So the one work that was made by markers. So does the family chose to use markers, or you offer them? There was one. I always let them choose, but high quality material and a variety. И всегда у доктора Керр есть возможность выбирать материалы, и доктор Керр как бы предложил выбрать, они выбрали сами. Да. Скажите, пожалуйста, а есть ли ограничения какие-то у метода? So if there is any restrictions of our therapy method? Restrictions? Yeah. So the ages of the method. Когда вы не используете арт-терапию, правильно? So when you don't use art therapy. Yeah, I mean, there's times I don't. No, I mean, it depends. Есть. It depends. I use what people need developmentally and effectively, and I've been doing this long enough to know what to do. There's some families that it'll take too long for them to use art. Да, ограничения эти есть, и доктор Керр предлагает семьям использовать техники, которые по развитию и, собственно, актуальному состоянию семье наиболее подходят. И есть, например, семьи, для которых путь к художественному процессу очень далекий, он не будет его предлагать. But we might do a culminating art piece. Combinating? Terminating art piece. Terminate, when we terminate, when we end. Но возможно, например, сделать такое художественное произведение, которое будет там развиваться в процессе, по чуть-чуть оно будет делаться. And then I will contribute too. И доктор Керр также может участвовать, например, в художественном процессе. You have to think outside the box and know what people need and know how far you can push and know how far you have to go like this. It's back and forth. Ну и вам как терапевту необходимо думать снаружи коробки, выдумывать и понимать, насколько вы можете как бы продавливать какие-то инициативы, насколько вам необходимо отступать. Ну и давать пространство. В каких случаях терапевт тоже включается в работу? Для того, чтобы показать пример или там прояснить дистанцию между собой и семьей? Или вот в каких, что может? What are the circumstances? Вопрос такой, в каких случаях арт-терапевт вступает в художественное взаимодействие тоже, когда семья находится на сессии? So, in what circumstances the art therapist is presenting during the doing arts? So, when he or she doing arts with the clients? Only in maybe a termination, if the family has not done art, well, I do art. I cannot chew bubblegum and march at the same time. So, I have to observe. I mean, I will, if I'm working individually, occasionally to lend my ego, but I don't do it with families. I really observe. And I talk to them. You know, I go around and talk.
Доктор Керр говорит, что она вступает во взаимодействие творческое только когда семья, например, сама не справляется с творческим процессом, необходима поддержка, либо lending ego, когда семье необходима ее сила, ее эго для того, чтобы вообще процесс шел вот в эти моменты. В остальном она не может одновременно, она пословицу использует, и жевать жвачку, и говорить. То есть ей необходимо наблюдать за процессом, поэтому она не вступает. Now that's my style. Но это это личный доктор Керр подход. There are some art therapists that do their own artwork with. Есть арт-терапевты, которые делают, например, в процессе клиент делает художественную работу, и рядом арт-терапевт делает художественную работу. Это часто на самом деле встречается. There's too much dynamically going on. And if I'm doing my own artwork, how can I see what's going on? So Там очень много динамически происходит в момент создания художественного произведения у семьи. И если я, например, про себя говорю, если я делаю художественную работу, как я могу заметить и наблюдать, что динамически происходит у семьи? Зацепила очень техника «Мы все в одной лодке». Из какого материала это делается? Сколько времени отводится на весь этот процесс? Вопрос о том, что очень зацепила техника «Мы все в одной лодке», сколько времени на нее отводится, из какого материала делается эта работа. So there is a piece about we all in the same boat. So what was the material for that art piece and how much time the client spent doing that? It was student. About 2 months. Примерно 2 месяца человек потратил, чтобы это сделать. And papier-mâché. Папье-маше из бумаги. Это студент делал просто. Мне кажется, это же не техника такая, нет техники, мы все в одной лодке, это просто качество. Да, чтобы обозначить. Техника не было предложено сделать работу на То есть клиенты сами выбрали лодку. Это метафора такая. У меня еще вопрос по поводу тоже метода в целом. Да, вот вы сказали, что используется как диагностический инструмент, да, и как инструмент для внесения изменений. На каком этапе психотерапии обычно какие-то арт-техники используются? То есть это до установления контакта терапевтом? Есть ли там какие-то особенности взаимодействия терапевт-клиент для того, чтобы использовать арт-техники с семьей? So there's a question about using art therapy as a method, as a technique. So on what stage of therapeutic contact you usually offer using art? Maybe it's the stage of rapport when you're just starting the therapy, or what is the... I don't like surprises. Я не люблю сюрпризы. Never have. Никогда нет сюрпризов у меня. I'm pretty clear about what therapy with me will be about. И я достаточно ясна с клиентами о том, какая терапия у них будет со мной. I've also been an academic for 25 years. Также я как преподаватель в академической среде 25 лет уже. And I believe in psychoeducational material being put forth. И я верю в психологическое образование. That's my humanistic doctorate coming out. But anyways, I will tell people at the beginning, this is what's offered to you. And I will say, I would encourage it. And I will talk about some of the successes, some of their, their resistance. I will give them an overview of how I think it should best work. If they choose to do it, like that couple with a mother and son, but they're reluctant to draw, I'll find a way to bring art out. But if they flatly say no, I'm not going to refuse them treatment, but I'll say, can I re-suggest this in the middle of treatment? Я достаточно ясна с самого начала, и в самом начале я сообщаю клиентам, что я предлагаю такой-то метод и предлагаю в нем развиваться. Я буду помогать вам в случае, если возникнет сопротивление или сложности на пути. И если клиенты, семья сразу отрицают возможность подобного взаимодействия, то доктор Керр предлагает что-то другое, не художественные техники, но сразу говорит о том, что могу ли я, например, в какой-то момент дальше вам попробовать еще раз это предложить. And sometimes I'll do drawings that, I will bring in and say, this is where I think you both are. And it's a great way to begin a dialogue.
Your own drawing? I'll do my own drawing for them. Yeah. И иногда я делаю, например, сама рисунки клиентов и показываю их клиентам и говорю, вот на мой взгляд, вот так вот вы выглядите. И это очень хороший вход. Может использоваться как очень хороший вход. Because I'm looking for communication. I'm looking for ability to see beyond, themselves, see themselves as a system that they interact. So anything that's going to facilitate, I use. Доктор Керр в своем взаимодействии вообще поддерживает коммуникацию, и она использует как бы любой метод, который в этом отношении будет помогать и поможет людям как бы снаружи увидеть возможность коммуникации какую-то. There's some families that really need to engage in murals where they stand up because their energy is so low. There's some families that just, constantly walking around the office, and it's a big office, and they're, kind of frantic. So they need to be centered. So it's all observational and what could be used for the art product. You're doing murals around your office? Yeah. Там, например, есть какие-то клиенты, которым необходимо как бы сначала поднять уровень энергии для того, чтобы они могли что-то делать, и доктор Керр предлагает им передвигаться, встать, например, передвигаться по ее офису, возможно, в пространстве офиса что-то там сделать такое, для того, чтобы у них просто появилось достаточное количество энергии, потому что художественное делание — это все-таки делание. Thank you. Welcome. Пожалуйста. Так, были ли такие ситуации у вас, когда находились в тупике в терапии? Вот идет процесс терапии, но в одном моменте не знаете, что дальше делать. Спасибо. So, if there are any moments that you've been stuck as a therapist with working? Да. 5 times a year. 5 раз в год. So, what you usually do with that? What is your suggestion? Well, my husband's with me. We've had situations where people have come in and, they really need to see somebody else. And we're open. This is not going to work. I don't waste people's time. It's expensive. And when I'm stuck, I have other colleagues in the field that I don't get formal supervision, but I can call them up and we can discuss things. Получается, один вариант — это что доктор Керр сообщает клиенту, что да, мы встряли, и, возможно, мы не сможем дальше продолжать. Я предлагаю вам перейти к другому специалисту, потому что она не обманывает как бы людей, и что это достаточно дорого находиться в ступоре в терапевтическом процессе вообще. И также у нее есть коллеги, к которым она может обратиться, не за супервизией, но за как бы советом. One of the things I teach my students is you can't help everybody. And, this is not inpatient, this is outpatient work, this is voluntary. И одна из важных вещей, которым доктор Керр обучает своих студентов, что вы не можете вылечить всех. Это работа, люди не принуждаются к этой работе. Это человек выбирает, он свободу воли свою проявляет в взаимодействии с вами. Я попробую, да. По поводу мультикультуральной арт-терапии, самые какие-то интересные находки можно поделиться между культурами? If there is any multicultural special things that you would like to share, something interesting? Oh my goodness. О, боже мой. The multicultural piece. That I work with or that I have in the book? Какие-то случаи, с которыми я работала или которые в книге описаны? I'm just really struck by different cultures and how they gravitate towards different aspects of family dynamics. Меня действительно удивляет, как на самом деле культурные особенности оказывают влияние и давление на семью. Like the hierarchy in Asian cultures. Например, иерархия в азиатской культуре. And in Brazil, they gravitate towards such symbolism. It's Jungian symbols, and it's amazing. I knew that, but until I saw someone engage in family treatment there, when we went down to write the chapter, it was really remarkable. May I translate? Или, например, в Бразилии доктор Керр была
поражена тем, какая связь с символическими как бы структурами, и там много используется юнгианский подход. Вот. And even when I've gone to Anna's institute, the engagement of kids, which is natural, but the parents also, through the family, really joining with the children. And it was really quite wonderful to see. Или как доктор Керр наблюдала вот у нас, каким образом взаимодействуют дети и как в это подключаются родители, на каких основаниях, ее это удивляло. And I had an Irish author, an Irish art therapist, and she engaged in family treatment that was object relations. And the Irish mother is in all literature, the Irish mother. So. И у доктора Керр была ирландская студентка, которая использовала теорию объектных отношений как основание для терапевтического взаимодействия. И ирландская мама — это нечто, как бы, это особенный конструкт. You know, I was telling the supervision group yesterday that I teach theory. I love theory, and I use whatever I can. And I respect them all, but in different times and different places. And I think a good therapist or a good creative person does that. And not really attached to one theory. And I think that's important. И это то, о чем был разговор вчера на супервизии, которую доктор Керр давала, что она как бы любит теорию и с уважением относится, использует теоретический материал. Но важно понимать, для какого случая какие теоретические предпосылки можно использовать, и терапевт должен быть достаточно свободен и креативен для того, чтобы мочь в этом ориентироваться и подбирать на каждый случай. That's thinking creatively. Это креативное мышление необходимо использовать. Да, давайте. Спасибо. У меня вопрос, который касается, наверное, границ метода. Я слышала в примерах сейчас, когда мы говорили об арт-терапии, о лепке и рисовании. Понимается ли под арт-терапией только такие изобразительные средства? Или арт-терапия шире? Потому что есть музыка, например, танцы, кино. Возможно, в летней школе что-то будет из других инструментов? Или арт-терапия все-таки ограничивается лепкой, рисованием, такими средствами? So the question is about the restrictions of art therapy concerning art techniques. Are we talking only about using visual arts, or we may use dance, voice, cinema, photography? You can use whatever you want. I mean, I don't play music. I don't sing well. And I'm not I took psychodrama in my doctoral training, but I'm not really trained in it. But I think anything creative that enhances and gives spontaneity to families, perfectly acceptable. Можно использовать техники художественные, какие хотите. Доктор Керр, например, сама не поет, и поэтому не использует это. Если вы можете это делать, то это можно использовать. В процессе своей написания докторской работы доктор Керр изучала психодраму и какое-то время использовала ее как подход. В целом не использует. А будут ли какие техники представлены в летней школе? Будет очень много игровой истории, связанной с взаимодействием с детьми. Да? В основном визуальное, да, изобразительное. But very importantly, I'm not trained in it, so I never get over my skis. That's an American statement. You know what I mean, over my skis? Yeah. Доктор Керр не использует, она использует изобразительные художественные техники и не использует другие, просто потому что нет в этом отношении тренинга. Она не имеет образования соответствующего этому. Thank you. Все? Я хотела немножко уточнить. Есть такая небольшая специфика, как работа не конкретно с целой семьей, да, когда она приходит, а, например, когда мы помогаем женщинам, например, в состоянии беременности. То есть пережить этот процесс,
особенно если это первый раз, для них это вообще как бы шок. И вот тут важно очень не навредить, потому что можно уйти очень много там бессознательные вещи, взаимоотношения между мужем, там, остальными детьми, а нам нужно именно, бывает, нужна именно поддержка такая, да, то есть вот именно вот максимально ресурсно, чтобы это было. А вот, может быть, подскажете какие-то, не знаю, там, книги или какие-то источники, где можно именно вот в этом контексте найти на эту тему? Просто достаточно сложно. Арт-терапия для беременных? Да, да, по сути, да. So, if there are any techniques or ways to use art, may you suggest with pregnant women, not with families, but with pregnant women? Pregnant women. Probably around mother-child sculptures. Ну, возможно, что-то вокруг скульптуры мать и дитя. You know, mother and child is a symbol. Mother and child, religious symbol. Мать и дитя — это символ, такой, может быть, даже религиозный символ. Seen a lot in art. И его очень много в искусстве уже. And especially because they're pregnant, I would use a 3D, you know, sculpting or something 3D where there's different avenues that you could view the piece versus 2D flat. 3D comes alive. И именно потому, что в беременной женщине беременной я предложу использовать 3D-техники, например, работу с глиной, потому что таким образом 2D оживает. So what is the thing about using 3D versus? Because you can view it has a substance to it. It's not flat. You can see it from different angles and it looks different. From the back, from the front, from the side. Но использование 3D, идея в том, что ты можешь со всех сторон это рассмотреть. Объем придается этому. And I would use clay because clay is very tactile. It's creative. И я предложила бы использовать клей, потому что тактильный очень глину, глину, потому что это очень тактильный материал, и переживание текстуры может быть хорошее. That's off the top of my head. I don't get a lot of pregnant women. Ну, это все, что приходит на ум. Доктор Керр, не очень много беременных женщин, клиентов. Okay, thank you. If you'd like this PowerPoint, you have it, you can have it, it's perfectly fine. Если вы хотите вот этот PowerPoint, презентацию получить, то это можно сделать. Да? Вот кто-то уже хочет. Вот, да. Можно выложить, можно отправить. Лучше выложить. Ну, проще выложить. Будет выложена эта презентация. Можете ее использовать. Спасибо. Много вопросов онлайн будет для видеозаписи. Еще... И будет видеозапись. Да. Спасибо большое, что все мы в этом участвовали. All right. Thank you so much. It's a beautiful room. Beautiful. I see it falling off the chair.